Беспроводной HDMI ресивер и трансмиттер. HD ресивер и трансмиттер на канале Технозон. Вот такой вот наборчик. Так что с обзором поехали. Начнем традиционно с AliExpress. Смотрите, вы видите перед собой товарчик. Стоит он при доставке из Китая сейчас $80 57 центов. Не дешево, скажете вы, да дешево такие технологии не бывают. И здесь отдельно еще продается передатчик, трансмиттер за $39 42 цента. Сразу объясню, дело в том, что данная штука поддерживает мультиконнект. А это значит, что вы можете подключить до 8 устройств к одному приемнику. То есть вы можете 8 устройств врубить в один, 8 устройств врубить на один телевизор и переключать. Но я вам могу сказать такую следующую вещь, что это сугубо презентационная штука вот на старте обзора. Почему? Потому что дальше вы обязательно увидите, почему я его не рекомендую, например, для Smart TV боксов. Хочу обратить, что у него есть plug and play. Это значит, вы просто вставили и он работает. Высокая совместимость, 50 метров дистанция, 5G использует, двойной дисплей возможен, то есть VGA плюс HDMI и Multi-Device Connection, то, о чем я говорил. Плюс они здесь заявляются, сравнивая с другими технологиями, HDMI и плюс VGA, они вот акцентируют совместимость с Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, PS4, Xbox системы и поддерживают протоколы Miracast, DLNA и AirPlay. Вот это самое, по-моему, интересное здесь или неинтересное, потому что они будут работать только в 60 Гц. То есть вот это вот та фишка, почему он в 24 Гц работать не будет. Ну ладно, мы сейчас потестируем, если не верите, обязательно посмотрим. Тут у нас показывается, что и как соединяется, и это Full HD удлинитель. Радиоудлинитель Full HD. Ссылочка на него обязательно лежит в описании под видео, ну а мы уже переходим к распаковочке и тестам. Вот в такой коробочке он к нам приехал. Все очень классно запечатано, она была еще в пленке и достаточно хорошо все это выглядело и плюс доехал хорошо, на подарок хорошо. Набор состоит из передатчика и приемника. Вы можете этих 8 передатчиков, грубо говоря, подключить. Перед тем, как мы его сейчас распакуем, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. И плюс розыгрыши ценных призов подарков. На момент съемки этого видео это Nvidia Shield TV 2 штучки и PlayStation 5. Ну, в принципе, если там в описании под видео нет уже этого PlayStation 5, то есть 100% нечто другое и еще более интересное. Хорошо, распечатываем сначала приемничек. Опа! Конечно, мы его уже тестировали, мы же не могли к вам на обзор прийти с неоттестированным девайсом. Здесь есть в комплекте приемник, он очень мал, он действительно очень маленький, он металлический, 2 антенки к нему крепятся, антенки поворотные. Так, прикрутили. Спереди у нас есть разъем VGA, слева у нас разъем питания, да, для него надо питание, и HDMI. Есть в комплекте 2 кабеля, один из них 3,5, для звукового интерфейса 3,5, который здесь есть, обыкновенный 3,5 кабель, и есть микро-USB. В принципе, ваше устройство должно иметь USB-выход для того, чтобы питать этот самый ресивер. Все, он у нас готов к использованию. Теперь мы берем с вами трансмиттер. Трансмиттер выглядит еще проще. Штука очень сильно похожая на Chromecast, то есть он имеет кнопку по центру. И просто вот такой вот донгл, сзади у него Type-C есть разъем для питания и в комплекте обыкновенный Type-C шнурочек, который вы просто тоже подключаете к вашему передающему устройству. То есть как питание, либо на отдельный блок питания, ну просто как питание. Хотя в ролике, в рекламном, они не показывают, что там есть питание. Если пойти на страницу, вот по ссылке в описании под видео, если пойти, там есть рекламный ролик, они не показывают, что он подключен еще. То есть реклама она такая. Слушайте, будем использовать наш мобильный монитор, мы на него делали обзор. И буду использовать и ноутбук, и мой смартфон. Смартфон мы будем использовать для определения дальности, то есть мы потестируем его на дальность. Теперь нам нужен HDMI кабель. Достаем HDMI, подключаем в обыкновенный HDMI выход. У нас здесь есть HDMI. Нам не нужен HDMI кабель. Берем HDMI, которому подключен к нашему монитору, и включаем в этот самый ресивер. Включили. Поставим его перед нашим монитором, так чтобы его было видно более-менее.
Вообще, я вам скажу, очень плохо, что нет блока питания в комплекте, потому что в телевизорах не всегда есть USB. В частности, в моем переносном мониторе такого USB нет, поэтому я использую блок питания. Обыкновенный, 5 вольт, 2 ампера. После включения у нас на мониторе, когда он включится, сейчас мы включим сам монитор. После включения у нас на мониторе появляется вот такая вот картинка. Давайте размещу поближе к боковой камере, чтобы было видно, о чем идет речь. Вот такая вот картинка, где есть краткая инструкция по подключению. Мы берем с вами лэптоп, включаем в HDMI вот этот вот трансмиттер, включаем в USB для питания, он включился, загорелся, и нажимаем на кнопку «Спарить», скажем так. Вот мы нажали, он моргает, он начал моргать, ждем, и погас, и вуаля, у нас заработал монитор. Монитор заработал. Смотрите, то есть абсолютно нормально. При этом мы здесь не увидим, какое разрешение он использует, к сожалению. То есть то, что он работает, это факт. Давайте так, есть у меня одна мысль. Я его сейчас забираю домой, съезжу домой, подключу к 4К телевизору и посмотрю, поддерживает ли он, вернее, именно к ТВ-боксу, и посмотрю, поддерживает ли он разные частоты и до какого максимального разрешения он поддерживает, потому что этот монитор всего лишь Full HD. Переходим ко мне домой, а потом вернемся в студию. Поехали. Тестируем на 4К телевизоре. Подключились через эту штуку. Цветопередача может страдать из-за того, что снимаю на смартфон. Но хочу посмотреть в разделе «Экран». Очень сильно хочу посмотреть, что у нас за разрешение поддерживается. Итак, 24 кадра он не прокидывает для ТВ-боксов, он не подходит. То есть вы не сможете здесь смотреть правильное кино при наличии автофреймрейта. Это важно. То есть эти штуки, это презентационные штуки для ноутбуков, это уже факт. И Netflix показывает, что у нас есть HD с 5.1 звуком. То есть имеем, что имеем. В 24 кадра будет смотреть тяжеловато. Ладно, возвращаемся в студию. Ну что, то, что я и говорил. 4К он, само собой, не поддерживает, это HD-технология. И плюс он не поддерживает никаких частот, кроме 60 Гц. Это вот Miracast, AirPlay, Screencast, к сожалению, там 60 Гц только передается. И смотреть кино правильно в 24 кадра не получится. Но если на вашем телевизоре есть уплавнялка, хотя Full HD телевизоры с уплавнялкой, о чем я говорю, то это еще та затея. Давайте тестировать его на дальность. Мой телефон поддерживает скринкаст через HDMI внешний. При этом придется использовать вот такую вот приблуду для получения питания. Это, конечно, еще та вещь, но мы будем тестировать на отдаление. Давайте включаем HDMI. Заработает, не заработает. Сейчас смотрим. Давайте мониторчик подвину. Ну, заработал. Так, включился наш экран. Да, это работает. Хорошо. Анечка, нужна твоя помощь. Берешь вот это вот все. Я сейчас включаю YouTube. Да, YouTube Music. Нет, нам нужен YouTube и нужен наш канал. Давайте Технозон будем сюда транслировать. Последний ролик на текущий момент. То есть вот сейчас это все транслируется. Анечка, берешь и идешь в ту студию, а мы будем смотреть на качество. И потом заходишь за дверь сначала, стоишь, а потом возвращаешься, и мы будем понимать, на каком моменте у нас все это дело прервалось и насколько ухудшится качество. Я потом определюсь по тому моменту, где ты стояла, я буду понимать. То есть сейчас ты идешь за металлическую дверь. То есть у нас сейчас там расстояние где-то 25-30 метров. Это две двери плюс металлическая дверь. Мы так тестируем роутеры и будем смотреть, насколько у нас упадет качество или нет. Звук передается, кстати. Так, слушайте, пока работает. Начинаются профрезовки. 25 метров через две двери он уже все, он погас. То есть 25 метров он что-то пытается, но это не по нашу душу. Вот такая вот фигня. Давайте громче сделаем. Все, он погас. Но это две двери. Я думаю, что в пределах прямой видимости сейчас Аня вернется. Мы ей дадим другое задание, чтобы она пошла в другую сторону нашей студии. И там будет порядка 15 метров. И при этом будет всего лишь один перестенок, при этом гипсовый. По сути, гипсовый и нет, кирпичный. О, возобновилась. Она вышла из двери, то есть это сейчас за одной металлической дверью, за одной стеной, оно сейчас работает. Слушайте, технология-то рабочая.
Технология рабочая, он транслирует неплохо HD, то есть Full HD, 60 Гц. Анечка, пойди теперь, можешь пройти здесь, помахать ребятам. Давай. Пройдешь здесь, помашешь ребятам и иди в ту студию, в дальнюю комнату. Пробежала. Иди в ту студию, в дальнюю комнату и посмотрим, что у нас получится. Работает? Работает. Работает. Слушайте, ну это сугубо презентационная штука. Вот это для того, чтобы вы не тянули кабель к проектору, вот это будет удобно. Это, допустим, удобно, если у вас Full HD телевизор и телек не поддерживает ничего, кроме 50-60 Гц. То есть это можно использовать. Я отключаю приблуду. Мы, кстати, использовали приблуду Ugreen. Наверное, размещу в описании под видео ссылочку на обзор. Классная фишка. Ну и что я могу сказать? По итогу наших тестов, тесты очень простые, тут особо тестировать-то нечего, ограниченные у него характеристики, в том плане был бы это там 4К, с поддержкой HDR, с поддержкой разных частот, это вообще бы ему цены не было, я вам серьезно говорю. Мы, конечно, попробуем еще найти нечто подобное, более интересное, но я не скажу, что это плохой девайс, это хороший девайс с его заявленными характеристиками. Full HD, 60 Гц, он хорошо, спокойно работает. То есть он передает качественно видео Full HD, передает качественно звук. Работает до 30 метров с достаточно сильными препятствиями, и я думаю, что в прямой видимости 50 метров он спокойно потянет. Но в пределах вашей квартиры он будет работать без каких-либо проблем. Поэтому ссылки в описании под видео. В его заявленных характеристиках Bubble рекомендует. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble. И вот такой вот ресивер-трансмиттер. Где он там у нас? Свалился уже, бедняжка. Вот такой вот ресивер-трансмиттер на канале Технозон. Пока.